В этом разделе вы можете поработать над открытием у себя новых способностей, которые сделают вашу жизнь более насыщенной, успешной, или дадут вам ощущение своей уникальности. Пример способностей: петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, писать стихи, продавать, зарабатывать деньги и так далее. Как определить, что такое способности? В интернете вы найдете массу очень умных и потому непонятных определений этого термина. Мы попробуем определить понятие способности совсем простыми словами. У людей есть множество занятий, в которых они имеют разный уровень успешности. Кто-то достигает больших результатов, а кто-то в этом же виде деятельности продвигается еле-еле, даже если старается. Значит, между этими людьми есть какое-то отличие. Это отличие как раз называется способности. То есть, если у вас есть способности к какому-то виду деятельности, то вы делаете это лучше других. Вы талант. Значит, способности отражают уровень вашего умения что-то делать по отношению к другим людям, которые занимаются этим же самым. Если у вас есть хорошие способности, то вы обычно преуспеваете в том, к чему они у вас имеются. Если вы этим занимаетесь, конечно. Есть даже неформализованная шкала оценки способностей человека к занятиям каким-то видом деятельности. Она выглядит примерно так: бездарь, ремесленник, что-то может, способный, талант и гений. Возьмите любой вид деятельности, которым вы занимаетесь, и определите по приведенной шкале, какую позицию вы в ней занимаете. Например, на нелюбимой работе вы можете быть ремесленником, но в свободное время вы можете прекрасно танцевать и иметь статус талант и так далее. Все люди стремятся иметь талант хоть в одной из сфер деятельности. Этого требует инстинкт выживания, поскольку любой талант повышает вашу значимость в социуме, хотя бы в ваших глазах. Любая хорошо проявленная способность, будь то умение готовить, ловить рыбу, вышивать или заниматься сексом, повышает у человека чувство собственной значимости. Способности часто путают с личностными качествами, но это совершенно разное. Личностные качества – это способ описания особенностей поведения человека в общении с другими людьми. Личностные качества бывают положительные: доброта, отзывчивость, трудолюбие, ответственность, честность и так далее. И бывают отрицательные: лживость, безответственность, грубость, вспыльчивость, лень и так далее. Как видите, никакого пересечения способностей и качеств личности нет. С качествами личности вы можете поработать в другом разделе этого сайта. Здесь мы разбираемся с вопросом способностей. Способности бывают врожденные, то есть они проявляются прямо у ребенка после рождения. Вы явно слышали про разного рода молодых гениев, которые уже в 5 лет сочиняют оперы, играют на рояле и так далее. Это не вы, скорее всего, раз вам интересна эта тема. Второй вид способностей – наработанные, то есть проявившиеся в более позднее время, иногда даже в старости. Не существует однозначного понимания, имелся ли этот второй вид способностей у ребенка изначально и просто не проявлял себя, поскольку для этого не было условий. Либо этих способностей изначально не было, а потом они взяли и возникли. Нам это все равно. Главное, что нас интересует, может ли человек открыть у себя нужные ему способности. Или, скажем, можно ли открыть у себя не конкретные, а хоть какие-то способности? Ответ, конечно, да. Когда вы родились, вы не умели плавать или кататься на велосипеде. Сейчас вы это явно умеете. То есть это наработанные способности, которые у вас уже не исчезнут. А чтобы они стали сильными, то есть чтобы вы начали плавать и кататься на велосипеде лучше многих, вам нужно развивать свои способности, совершенствовать их. Особенность наработанных способностей состоит в том, что их обязательно нужно развивать, иначе они никак не проявят себя. Что такое способности с точки зрения той модели управления человеком, о которой вы узнали из видео «Что такое человек»? Способности – это определенный набор команд для совершения определенных действий, который имеется в вашем центре готовых решений или в подсознании.
На физическом уровне это узел нейронной сети головного мозга. Как развиваются способности? Путем их многократного использования, стремясь каждый раз достичь результата лучшего, чем у вас получился в предыдущий раз. Вы взяли в руки гитару и заиграли в первый раз. Получилось коряво, но вам это понравилось. Потом вы начали учиться играть на гитаре сами или с преподавателем, и у вас стало получаться лучше и лучше. И со временем вы можете стать одним из лучших гитаристов вашего района, города, страны или планеты. Конечно, какие-то исходные музыкальные задатки у вас должны быть, но их роль сильно преувеличена из-за очень несовершенных методик развития ваших способностей. Приведу пример в подтверждение этого тезиса. Автор настоящего сайта более 20 лет назад сталкивался с мужчиной, который разработал новую методику обучения пению. Этот мужчина был инженер-кораблестроитель из Петербурга, который вышел на пенсию и от нечего делать пошел в кружок пения при местном ЖЭКе. Там его начали учить петь, и он увидел, как примитивна и несовершенна та методика обучения пению, которую используют повсеместно. Поскольку он был человек творческий, он придумал другую методику и стал испытывать ее на своем хоре. Через пару лет хор пенсионеров его ЖЭКа стал занимать первые места на всех городских конкурсах. Он стал преподавать свою методику на других любительских хорах, и они тоже стали занимать призовые места в разных конкурсах. Потом он переехал в Москву и устроился учителем пения в детском хоре. Хор его детского дома стал занимать первые места в городских конкурсах. К нему на персональные занятия приезжали люди, которые готовились стать профессиональными певцами, и он ставил им голос. Он пробовал предложить свою методику в Министерство образования или в профессиональные музыкальные союзы для более широкого использования, но над ним все смеялись. Кто ты такой, чтобы учить пению нас, профессионалов? Это были последние годы советской власти, и никого не интересовала его разработка. Интернета тогда не было, то есть самостоятельно продвинуть свою разработку он не мог никак. Он был человек пожилой, и чем закончилась его эпопея, не знаю. Но вы все знаете, что у нас в последние годы практически все артисты начали петь, и некоторые очень даже неплохо. Это к тому, что широко распространенное убеждение о том, что для того, чтобы профессионально петь, нужно иметь врожденные способности, явно ошибочно. При хорошей методике обучения пению профессионально запеть может любой из вас. Другое дело, каким голосом вы запоете. Тем, что дан вам от рождения и заложен в конституции вашего тела, то есть если у вас от рождения дан тенор, то басом вы не запоете. Во всяком случае, о методике изменения тембра голоса автор этого сайта не слышал, хотя все бывает. К чему этот пример? К тому, что каждый из нас потенциально обладает огромным набором способностей, которые хранятся в нас в заархивированном, скажем так, виде, и которые можно извлечь из себя при использовании правильной методики развития этой способности. Именно из этой идеи мы будем исходить в наших дальнейших рассуждениях на этой рабочей странице. Остался нераскрыт вопрос о врожденных способностях. Почему у кого-то они есть, а у большинства их нет? Ответ лежит в духовно-философской области, скорее всего, и проверить его возможности нет. Поэтому мы не будем заниматься поисками ответа на этот вопрос, а будем помогать тем, у кого с рождения способности себя не проявили, а иметь их очень хочется. Что нужно сделать, чтобы открыть у себя какие-то способности? Для начала сразу напомним, что это сайт для психологической работы над собой. То есть мы не научим вас петь, рисовать, сочинять стихи и так далее. Мы можем помочь вам снять у себя барьеры, которые сейчас мешают вам открыть в себе имеющиеся в вас способности. И можем помочь вам загрузить себе в подсознание информацию о том, что вы хотели бы открыть в себе нужную вам способность. А дальше эти способности вам нужно будет нарабатывать где-то еще, благо учебных курсов сегодня множество. Мы можем лишь помочь вам так изменить себя, чтобы ваше движение к открытию и развитию у вас нужной вам способности происходило легко и быстро.
Без такой самонастройки ваше желание открыть у себя какую-то способность, скорее всего, так и останется бесплодной мечтой. Мы поможем вам сделать в себе нужные изменения. А все изменения на этом сайте категорически рекомендуется начинать с внутренней чистки. Чистки от накопленных за годы жизни эмоциональных блоков. Эмоциональные блоки – это своего рода энергетические паразиты, которые заинтересованы в выживании только себя самих. Они забирают ваши силы и время и препятствуют любым вашим изменениям. И все это с самыми благородными целями, как обычно. Цели эти вы знаете из видео «Что такое наши эмоции?». То есть, на первом шаге работы вам нужно поработать с техниками прощения и убрать из себя максимальное количество эмоциональных блоков. Уже на этом этапе может начать проявляться ваш повышенный интерес к тому виду деятельности, в котором вы хотите иметь явные способности. На втором шаге вам нужно загрузить себе в подсознание команды о том, что отныне вы открываете и развиваете в себе способности к нужному вам виду деятельности. Если вы не знаете сейчас, к какому именно виду деятельности вы хотели бы иметь способности, то вы должны хоть как-то обозначить сферу проявления ваших способностей. То есть нельзя давать себе команду «отныне я открываю в себе какую-то способность, которая сделает мою жизнь насыщенной и полной». Точнее, можно, конечно, но тогда выбор сферы вашей будущей выдающейся деятельности вы отдаете на откуп своему подсознанию, и совершенно непонятно, что оно выберет. У подсознания нет своих приоритетов, оно исполнитель вашей воли, и оно постарается угодить вам, то есть выбрать то, что когда-то сильно вам нравилось. Например, лет 15 назад вы сильно интересовались всякими инновациями в сфере секса, типа БДСМ, свинг и так далее. Но реально попробовать ничего не удалось, поскольку вы женились или вышли замуж, остепенились, завели детей и приличную должность. В общем, тему секса вы закрыли. Но когда-то она очень вас интересовала, и ваше подсознание, стремясь угодить вам, может открыть у вас заново сильнейшую тягу к сексуальным новшествам, которую, естественно, не будет разделять ваш партнер по семейной жизни, он-то себе такой команды не давал. В итоге вам либо придется давить в себе этот неожиданно открывшийся у вас интерес к сексуальным новшествам, либо, если вы поддадитесь искушению, неминуемо развалится ваша семья. То есть вы дали себе команду на любые изменения и получили кучу проблем. Поэтому нельзя пускать на самотек команды на изменение себя. Как минимум, нужно ввести условия, которым должна отвечать ваша новая способность. Вот еще пример из личного опыта автора этого сайта. Я обладаю очень логическим и рациональным умом, как я думаю. То есть я типично левополушарный человек. И меня всегда привлекали правополушарные люди, творческие, спонтанные, совершающие малопредсказуемые поступки. Среди моих немногочисленных приятелей всегда были и есть музыканты, скульпторы, жена-художник и так далее. Я хорошей завистью завидую Виктору Пелевину, это мой любимый писатель. Меня всегда восхищает непредсказуемость тем и повороты сюжета его произведений. В общем, я хотел тоже открыть у себя что-то правополушарное, творческое, не поддающееся рациональному объяснению. Я пробовал рисовать, лепить, но это требует огромного времени для развития навыков, не мое. Пробовал играть на гитаре, тоже очень долгий процесс. Потом там больше мастерство исполнителя, чем творчество. Но примерно я понимал, что мне хотелось бы открыть в себе что-то правополушарное, спонтанное, не требующего многолетних затрат времени, позволяющее увидеть красоту мира и людей. Вот такой смутный и противоречивый набор требований к будущим способностям. Тем не менее, примерно через год-полтора размышлений и проб на эту тему мне ночью приснился сон, в котором я вдруг понял, что моим условиям отвечает художественная фотография. До этого я много лет фотографировал, как все. Вот это я, а под мышкой у меня Тадж-Махал. Или вот это я на переднем плане, а у меня за плечом пирамида Хеопса и так далее. А во сне я понял, что фотография может быть другая, что не обязательно везде вставлять себя или другого человека,
что можно увидеть и запечатлеть на фото красоту людей и природы. Проснувшись, я четко понял, что моя творческая самореализация может происходить через художественное фотографирование, только нужно повысить свое мастерство в этом виде деятельности. Я с интересом сходил на несколько курсов и мастер-классов по художественному фотографированию и получил от этого удовольствие. Но по мере роста моих умений, фотографирование стало требовать все больше времени и стало конкурировать с моим основным занятием – развитием методики «Разумный путь», который посвящен этот сайт. Поэтому я сознательно затормозил развитие этой своей способности. Но она позволяет мне видеть, как прекрасен наш мир. В своих путешествиях я всегда вожу с собой полупрофессиональный фотоаппарат и нередко привожу радующие меня снимки. То есть, по моему не очень четкому запросу, у меня проявился интерес и тяга к художественному фотографированию. Чтобы достичь высокого мастерства, этим нужно постоянно заниматься, что я не делаю из-за большой занятости другими, более интересными мне делами. К сожалению, я не внес в список требований к будущей способности возможность зарабатывать на ней деньги, поэтому она оказалась довольно затратной. Так что вы можете тоже без проблем открыть у себя способность, отвечающую вашим потребностям и возможностям. И вы не обязаны будете потом этим заниматься. Просто в нейронной сети вашего головного мозга возникнет еще один нейронный узел, обеспечивающий ваш интерес и способности заниматься каким-то делом. То есть, если вернуться к модели управления нашими поступками, за способности отвечает центр готовых решений. В нем формируется новый набор команд, обеспечивающих наши достижения в выбранной сфере деятельности. Однако так бывает не всегда. Порой наши увлечения требуют от нас выдавать какие-то новые продукты – стихи, книги, картины, скульптуры, музыку и так далее. Какой центр в рамках используемой на этом сайте модели отвечает за создание совершенно новых продуктов? Правильно, это центр творческих решений или правое полушарие неокортекса, коры нашего головного мозга. Там непонятным никому образом вырабатываются новые произведения, и мы получаем их через наше сознание. Откуда в центре творческих решений берутся стихи, музыка и все прочее, вопрос не очень понятный. Но тем не менее, люди всегда обращались в этот центр за новыми решениями, и у многих он выдавал нужный творческий продукт. Вы тоже можете открыть у себя этот творческий канал, если произведете правильные изменения в себе. Эти изменения делаются в вас за 2 шага. На первом шаге вы убираете из себя эмоциональные блоки. На втором шаге вы загружаете в себя позитивные утверждения о том, что отныне вы обладаете нужными вам способностями. Когда это утверждение станет вашей новой программой поведения, вам нужно будет приложить усилия, чтобы развить у себя появившуюся новую способность. Не очень просто, но доступно для того, у кого есть такая потребность и кто готов приложить усилия для ее реализации. Все необходимые инструменты и подсказки для открытия у себя новых способностей вы найдете на этой рабочей странице. Если у вас есть такая потребность, действуйте.